В данном видео вы увидите процесс изготовления и монтажа гипсовых молдингов и карнизов. На видео показан процесс установки гипсовых изделий в подъездах ЖК Сенсата Парк, город Нур-Султан, Казахстан. Чтобы провести работы максимально чисто и быстро, на объект доставляются уже готовые изделия, изготовленные в цеху. Первым этапом под размеры ножей карнизов и молдингов собирается плоский стол. Для формирования задней стенки карниза под подсветку на столе сначала изготавливают гипсовый брусок-основу. Перед каждой протяжкой стол и брусок смазывают для того, чтобы легче было снять готовое изделие. С обратной стороны устанавливается строительное правило, оно не даст гипсу стекать во время отливки. Подготовка гипсовой смеси. В работе используется гипс марки Г-16 производства Самарского гипсового комбината. Данный гипс является высокопрочным и отлично подходит для гипсовой лепнины. Гипс тщательно замешивается. Протяжка карниза. Заготовленную смесь заливают на стол. Смесь изначально делают более густую. Смесь наливается тонкой струей, так в процессе заливки выходит часть воздуха. Изготовление начинают не сразу, дают гипсу немного загустеть. Когда гипс немного схватился и уже не будет стекать, правило убирается для свободного хода ножа. Приступают к протяжке, шпателем распределяют смесь по форме будущей детали. Нож срезает излишки гипса, формируя необходимый рельеф. Мастер собирает излишки и повторяет протяжку. Первые протяжки являются черновыми и формируют основу карниза. В ходе работы нож очищается для придания четкости рисунку, чтобы остатки гипса не портили изделие при повторной протяжке. Количество протяжек зависит от сложности карниза. Когда гипс достаточно загустел, приступают к чистовой протяжке. Чистовую протяжку выполняют жидкой смесью. Черновая заготовка при застывании нагревается, ускоряя схватывание смеси. Жидкая смесь позволяет сделать идеально четкий и гладкий рельеф, который и выделяет гипсовые карнизы и молдинги на фоне синтетических аналогов. Аналогичным образом выполняется протяжка молдингов. На нашем канале вы можете также посмотреть видео об изготовлении карниза на угловом столе по подсказке вверху. На объект изделия доставляются в сыром виде, так как непросохший гипс намного легче пилится и сверлится. При установке первым этапом идет отбивка настенных карт по уровню. Лазером мастера выстраивают необходимые размеры и ставят отметки. Затем на местах, где будет происходить склейка молдингов, наносится насечка. Так детали крепче склеятся со стеной, увеличится адгезия. Поверх насечки по местам склейки молдинга наносится грунтовка.
На каждую деталь молдинга также наносится насечка. Затем на протяжке отмеряется необходимая длина. Углы запиливаются под 45 градусов. Каждую деталь перед склейкой проверяют на стыковку с остальными деталями. При необходимости дополнительно подпиливают. Когда деталь примерена и подходит на свое место, на заднюю сторону протяжки и торцы наносится клей на гипсовой основе. Деталь приклеивают, затем для надежности закрепляют шурупами и анкерами. Готовят потай для шурупов и анкеров, чтобы шляпки не выпирали над поверхностью молдинга. Тип крепления зависит от поверхности стены. В гипсокартон вкручиваются саморезы, а в бетонную стену молдинг фиксируется анкерами. Затем шпаклевкой на черновую шпаклюются стыки деталей. Аналогично устанавливаются все протяжки.
Монтаж молдингов завершен. После высыхания гипса все стыки деталей и отверстия от шурупов замазываются гипсовой шпаклевкой на чистовую. Затем уже высохшую шпаклевку шлифуют и готовят изделия под покраску. Карты собираются необходимых размеров согласно дизайн-проекту. Перейдем к монтажу карнизов. Карниз на данном объекте будет с подсветкой по периметру, поэтому он устанавливается с отступом от стен. На готовых протяжках равняются торцевые стороны, под углы запиливаются под 45 градусов. Готовят потай для шурупов и анкеров, чтобы шляпки не выпирали над поверхностью карниза. Готовится смесь клея на гипсовой основе. Клей наносится на подготовленную заднюю стенку, на которую нанесена насечка. Клей также наносится на торцевые части, где будет стык деталей. Детали стыкуют, приклеивают и закрепляют шурупами. Затем место стыка протяжек на черновую шпаклюется гипсовой шпаклевкой. Мастера готовят отметки для следующей протяжки. Готовятся отверстия для анкеров и шурупов на определенном расстоянии с шагом, аналогичным расположению профилей на потолке. Готовят потай для шурупов и анкеров. Затем для лучшей сцепки с поверхностью наносится насечка. На заднюю стенку наносится клей на гипсовой основе. Клею дают немного распределиться по поверхности. Затем для фиксации вкручиваются саморезы. Стык протяжек на черновую шпаклюется гипсовой шпаклевкой. Аналогичным образом устанавливаются галтели по всему периметру помещения. 400 метров галтелей в подъездах жилого дома были смонтированы нашей бригадой мастеров за 10 дней. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся процессом работы и различными тонкостями изготовления силиконовых форм, гипсовых и полиуретановых изделий.